Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы поговорить о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. Для этого существует второй закрытый канал на Бусти. Друзья, я благодарю всех тех, кто уже подписался на наш закрытый канал. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, консультации, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами просьба обращаться ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любыми видео. А если вы не нашли мой личный контактный номер телефона, то можете написать мне комментарий, и я обязательно вам отвечу под любым видео. Ну а сегодня с нами карта Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты, и поговорим мы с вами сегодня о Ванге. Вангелия– это слепая женщина из Болгарии, которой предписывают дар предвидения. От чего Ванга ослепла на самом деле? И кто стоит за самым масштабным эзотерическим проектом 20 века? Был ли дар у Ванги и действительно ли она предсказывала катастрофы в мире и будущее обычным людям? Кто такая Ванга? Узнаем прямо сейчас. И начнем, конечно же, с характеристики личности. Итак, карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности, каким человеком на самом деле была Вангелия. Характеристика личности, каким человеком на самом деле была Вангелия. Слепая женщина из Болгарии, которая предсказывала будущее. Каким человеком была Вангелия, ее основная суть. Карта младшего аркана, не старшего, манипулируема кем-то. Кто-то над ней стоял, кто-то над ней шефствовал, взял шефство, восьмерка мечей. И она ничего, к сожалению, не могла с этим поделать. Причем это было с ранних лет. Она пташка, запертая в золотой клетке, имеет деньги, но не может их почему-то никуда потратить. Что касается характеристики личности, ей с детства кто-то помыкал. Она человек услужливый, человек, который не любит людей, имеет свое мнение, однако не может его, к сожалению, выразить. Птичка в золотой клетке, которая несет золотые яички, даже если это не курочка, да, а за ней тщательно наблюдают, причем с самого детства, заметьте. И здесь явно что-то не так, потому что по этой карте можно сказать, что Ванга была чьим-то проектом. Характеристика личности: замкнутый, интроверт, человек, который любит одиночество, не любит много говорить, однако ей нравится, когда на нее смотрят. Вот не любит людей, но нравится ей, когда на нее смотрят. По восьмерке мечей здесь может быть бред величия или мания величия по психологическим расстройствам личности, друзья. Человек крайне недобродушный, не любит, чтобы к ней прикасались, не любит, чтобы ей помыкали, однако, еще раз повторюсь, не может ничего с этим сделать. Вот, к сожалению, манипулируемый крайний человек, которого просто поставили в затруднительное положение. Возможно, из-за этого стала злым и стала замкнутым человеком, который не очень любил, когда собирается вокруг нее толпа людей, однако безумно наслаждалась тем, что на нее смотрят. Вот такая двойственная натура, скажем так, противоречивая, можно сказать. Это характеристика личности Ванги. Была ли Ванга слепой на самом деле? Это был вопрос такой у подписчика. Давайте все-таки его озвучим. Была ли Ванга слепой на самом деле? Была ли Ванга, женщина из Болгарии, провидица, слепой на самом деле? Мы проверяем различные теории, друзья. Ничего не утверждаем. Ну, действительно, да, что-то было, причем было что-то в раннем детстве. Карта звезда, это карта, когда болит живот, почему-то болит живот, и я ничего не вижу. Тут, как помните, была теория, что ее изнасиловали. Очень похоже на то, что что-то случилось с ее репродуктивными органами, причем в детском, подростковом возрасте. Карта Луна. Действительно, ничего не вижу. Ничего не вижу, да, глаз нет. Слепая была однозначно. Была слепая, но что-то видела. Здесь что-то видела, потому что ей это говорили, потому что ей доносили информацию, что-то могла по тузу пентаклей, что-то умела. Ничего не вижу. Обратите внимание, что везде на 3 картах нет глаз. Никто не смотрит на нас с карты. Ни один персонаж. Ничего не вижу, но все расскажу, то, что ведаю. Ничего не вижу, но у меня под юбкой целый мир, я знаю очень много, ничего не вижу, и какую-то боль мне принесли, какую-то травму в районе живота. Здесь карта звезда указывает на нежелательные беременности, на аборты, либо просто на проблемы с репродуктивными органами. А здесь нигде у нас, обратите внимание, нет глаз. На вопрос, была ли действительно слепая? Да, была. По какой причине
И в связи с какими обстоятельствами Ванга ослепла? По какой причине? Несколько вариантов есть, сейчас мы их озвучим, несколько версий. По какой причине, в связи с какими обстоятельствами Ванга ослепла? Кто-то заманил, кто-то куда-то заманил. Родилась ли она слепой, я хотела спросить, но здесь однозначно нет по девятке пентаклей. Здесь что-то случилось уже в возрасте, ну, то есть она была юной, в возрасте 12 лет, если не ошибаюсь. Родилась ли слепой? Нет, не родилась слепой. Кто-то куда-то заманил. Как, знаете, как пальчиком поманил, иди сюда, что тебе расскажу. Тут как, может быть, даже знала она кого-то, кто ей причинил боль. Вполне возможно. Потому что здесь человек идет на мимикрию. Мимикрирует человек под другого человека для того, чтобы добиться каких-то своих определенных целей. Верна ли официальная версия, где якобы ее подбросил ураган, смерч, и она ослепла из-за этого, потому что в ее глаза попал песок, и глаза воспалились. Верна ли эта теория? Нет. Пятерка пентаклей, карта повешенная, это неправда. Верна ли теория, что Вангу изнасиловали в детстве, и то, что ей выкололи глаза? Но ощущение такое, что она этих людей либо знала, либо как-то им очень доверилась, скажем так, по девятке пентаклей. Верна ли теория, что Вангу изнасиловали, и то, что ей выкололи глаза? Здесь карта учителя. Здесь непростой человек, здесь что-то говорит ей человек. Либо он обладает каким-то темным искусством, этот человек, либо он как-то загипнотизировал, как-то смимикрировал, говорю же под нее. Непростой человек, такое ощущение, что человек из каких-то определенных структур. Карта учителя – это карта каких-то спецслужб, может быть, каких-то структур определенных. Человек из непростых людей, друзья, не буду озвучивать сейчас, дабы не распространять ложную информацию. Потому что человек необычный, карта учителя, карта ворона. Либо человек обладал какими-то темными искусствами, это ему для чего-то нужно было. Ему для чего-то нужно было то ли кровь девственницы, да, может быть, что-то, ну, если он занимается какими-то черными обрядами. Ему для чего-то нужна была именно молодая юная девушка. И он что-то ей лечит, что-то ей говорит, понимаете. Когда она уже поняла, что что-то будет, она не смогла отвертеться от этого. Здесь какой-то мужчина, один причем. Я вижу одного мужчину, я не вижу толпу людей. Один мужчина и везде птица. Птица высокого полета, ключик, что-то знает, какие-то тайные знания, какие-то тайные учения, либо какие-то спецслужбы. Изнасиловали, выкололи глаза, это для чего-то было необходимо. Почему-то она им была нужна, этим людям. Ну, этому человеку, по крайней мере, да? Хорошо, детство Ванги, отношения с отцом и мачехой давайте посмотрим, потому что мать по официальной версии умерла, когда ей было 3 года. Ну, я не думаю, что нам соврали. Детство Ванги, отношения Ванги с отцом и мачехой. Какие были на самом деле, потому что сказать нам могут все что угодно, какие на самом деле были отношения Ванги со своим отцом и со своей мачехой. Заставляла работать с раннего детства. Карта повешенная, карта младенца, карта того, что недоношенный, как недоношенный человек родился, и как обуза в семье, знаете, как на обузу в семье смотрел, как заставлял что-то постоянно делать. Пятерка мечей, карта повешенная, плохо относился, плохие отношения с отцом. Не отношения отца и ребенка, отношения обузы в доме, как к обузе в доме относится, к Ванге я имею в виду. Отношения Ванги и мачехи. Хочется уйти, да невозможно, как чемодан без ручки. Хочется уйти, да не может. Постоянно что-то говорит, постоянно какие-то сплетни про меня распускает, или про меня сплетни распускает, или я слушаю, что она говорит, я ей в рот смотрю. Боюсь, что она что-то сделает физически или морально. Карта сила, на руке у девушки сидит мышка. Она ее безумно боится, пытается преодолеть свой страх, но никак не может. По розовым волосам мы можем понять, что девушка страдает инфантилизмом ранним. И здесь еще одно психологическое расстройство у нас, да, у Ванги. Бред величия и инфантилизм. Я слушаю, что она говорит, она мной помыкает. Хотелось бы уйти, да невозможно. Тяжелые отношения, что с отцом, что с мачехой, очень тяжелые. Жалко девочку, на самом деле, искренне по-человечески жаль. Обладала ли Ванга даром предвидения? На самом деле, да? Обладала ли Ванга на самом деле даром предвидения? Потому что я вижу здесь какого-то учителя, да, который должен был изнасиловать юную девочку, возможно, передав ей какие-то знания, для чего-то это было нужно. Обладала ли Ванга даром предвидения?
Могла увидеть то, что отдалено. Пятерка кубков. То, что на далеких расстояниях. То, что до чего нельзя дотянуться руками. До той даты, до которой нельзя дотянуться руками. Но не факт, что она сама, да, это знала. Может быть, ей кто-то говорил об этом. Обладала ли Ванга даром предвидения? То, до чего нельзя дотянуться руками. Что вижу то, вижу, учитель. У меня был какой-то учитель. Мне что-то передали. Мне что-то передали в тот день, когда что-то со мной сделали. У меня отняли что-то. У меня отняли возможность быть матерью. И мне что-то передали в этот день. Передал кто-то, кто приехал. Приехал из далекой страны или из далекого места какого-то. Вряд ли она его знала, она просто почему-то ему поверила, пошла за ним. А он совершил с ней какой-то тут как ритуал, как какой-то обряд, друзья. Это какой-то необычный человек был, опять этот учитель выходит. Обладала ли даром, он что-то ей отдал. Да, он что-то ей передал, вот опять выходит этот мужчина. То, что он должен был передать. Это, знаете, как передача проклятия. Для того, чтобы на нем это не висело, скажем так. Как бы это фантастически не звучало, но это так, друзья. Черная и белая магия, они существуют. Обладала ли даром предвидения Ванга? Могла увидеть то, что на дальних расстояниях, на дальних дистанциях, но почему-то не видела вот то, что близко, или не видела то, что в ее окружении. То, что какую-то бытовую информацию не видела почему-то, а видела вот почему-то какие-то масштабные события, то, что будет, да, то, что будет в мире. Интересно. А я почему-то думала, что нет, если честно. Перед тем, как, да, это ее проклятие. Ей как проклятие какое-то передали, друзья. Карта дьявола, карта человека, который отдает ей свое проклятие. Пятерка пентаклей, карта морально нищего духом человека. Что-то шепчет ей, как, знаете, как шепоток какой-то, как заговор. И она видит то, что будет в будущем. И какое-то масштабное событие, понимаете? Она могла не видеть то, что около нее творится, но она могла видеть то, что отдаленно от нее. И это случилось не сразу, это случилось вот в день, когда как раз-таки ей что-то передали, да, что-то с ней сделали. Хорошо, если она действительно обладала даром предвидения, мы видим, что да, то помогали ли ей светлые или темные силы? Ванге помогали светлые или темные силы в ее видениях, скажем так? Ванге помогали светлые или темные силы? Ванге помогали светлые или темные силы? Ванге помогали светлые или темные силы? Как заглянуть нужно было внутрь себя, как впасть в транс, открыть внутри себя что-то для того, чтобы увидеть. Она не видела вот так вот в обычной жизни, но она могла впасть в транс и увидеть это как-то, вытащить это как-то из себя. Сейчас увидим, какие силы. После этого болела. Болела или что-то болело? Помогали ли светлые или темные силы? Я здесь вижу светлые силы, которые она не могла, как вам объяснить, карта Солнца, карта семерка Пентаклей, не могла всю информацию как будто бы рассказать. Как светлые силы и какие-то животные к ней приходят почему-то. Здесь духи леса, духи животных, светлые силы, друзья. Я здесь не вижу темных сил. Самое, что интересно, здесь не выпала ни карта дьявола, ни карта повешенного. Здесь какие-то животные, духи леса, как лес, природа. Она могла как будто бы разговаривать с животными, с лесом, с природой, с тем, что растет. Особенно ее дар весной и летом раскрывался в большей степени, но она после этого очень сильно болела. Она не могла правильно воспользоваться информацией, не могла некоторые моменты правильно считать. Очень много было информации, постоянно с ней разговаривали. А были ли темные силы, которые помогали Вангелии? Были ли темные силы? Были ли темные силы, которые помогали Ванге считывать информацию о будущем? Светлые силы я вижу, а были ли темные силы? Здесь знаете, о чем говорится? Здесь светлые и темные силы вступали тогда, когда она влюблялась. Я не знаю, вот о чем здесь речь. Вот тогда, когда я влюблялась искренне, глубоко, тогда, когда я любила мужчин, почему-то от меня уходили.
Время уходит от меня и разбивает мне сердце, разбивает мне мою жизнь. Когда я пытаюсь отказаться от своего дара, обратите внимание, когда я пытаюсь по пятерке жезлов, мне говорят: нельзя, ты поступаешь легкомысленно, карта шута. Я сливаю все свои ресурсы, я больше не хочу, карта умеренности. Здесь светлые силы в основном, но здесь темные тоже присутствуют, друзья. И темные силы почему-то отбирали у меня молодых людей, мужчин, которых я любила искренне, всем сердцем, всей душой. О мужчинах, кстати, потом поговорим чуть позже сейчас. И по девятке жезлов я оставалась одна. Девятка — это стагнация, стоять на месте, оставаться одной. А время мое уходит. А я так хотела вот здесь вот время уходит, хотела детей. Карта умеренность говорит о том, что я сливаю все свои ресурсы, пытаюсь тянуть одеяло на себя. Пятерка жезлов здесь. Рыбка тянет моряка, моряк тянет рыбку на свою сторону. Да, рыбак, вернее, тянет рыбку. Но мне говорят: ты поступаешь легкомысленно, от своих сил нельзя отказываться. И почему-то убирают от меня любовь. Видимо, она поступала легкомысленно, и, видимо, она не хотела больше заниматься этим тогда, когда в ее жизнь приходила любовь. Но силы не позволяли, понимаете, да, не заниматься этим более. Вот здесь вот об этом речь. Несмотря на то, что я была полна уверенностью, то, что у Ванги не было никаких сил, вот, понимаете, вот так вот выходит. Но проект спецслужб здесь тоже имел место быть, да, мы сейчас об этом поговорим с вами, друзья. Хорошо. Затем про Вангу узнали спецслужбы. Спецслужбы бы не стали ничего общего иметь со слепой провидицей, если бы действительно не знали, что она обладает каким-то даром, согласитесь. Хорошо. А как Ванга видела и получала информацию? Как Ванга видела и получала информацию? Она видела что-то, ей что-то нашептывали, ей что-то говорили. То, что она впадала в транс, это понятно. Как Ванга видела информацию о будущем? Она видела ее воочию. Она видела точную картину. Как Ванга видела информацию о будущем? Как она ее считывала? Как ей тяжело было. Десятка жезлов. На нее как груз наваливался, понимаете? Как целый дом. Она как будто бы издалека смотрела. Вот я встаю на самую высокую вершину в мире и смотрю издалека, что происходит, что творится. Вот как это встать на крышу и посмотреть, что внизу. И это внутри меня. Я вытаскиваю это из себя, опять впадает в транс, да? Это как транс, и я стою наверху, на крыше мира, и вижу, что происходит. Вижу самые потаенные тайны и секреты по четверке пентаклей. И мне никто об этом не говорит, кроме духов. Заметьте, что здесь спецслужбы именно в плане того, что ей что-то наговаривать, что-то шептать, какую-то информацию говорить, да, то есть глобалисты, спецслужбы ей ничего не рассказывали. Она действительно вытаскивала это изнутри, из себя. Ей кто-то помогал. Была ли Ванга впоследствии проектом спецслужб? Так как спецслужбы ее с собой забрали. Это была, по-моему, сколько я знаю, единственная официально оформленная женщина-провидица, экстрасенс, я имею в виду Вангу. Была ли Ванга впоследствии завербована, можно так сказать, спецслужбами, проектом спецслужб? Была ли Ванга впоследствии проектом спецслужб? И для чего? Какие цели они преследовали? Была ли Ванга проектом спецслужб? И для чего? Какие цели они преследовали? Они же потом прознали. Легкомысленно как-то быстро согласилась, потому что мне делать было нечего. Как-то запугали. Мужчина какой-то пришел и запугал. Причем мужчина приходит к ней в дом. Как-то быстро согласилась по семерке кубков, потому что делать нечего. Восьмерка мечей, карты запугивания. Что-то сделаем, да, если ты не согласишься, как бы тебе не пожалеть. Ты знаешь очень многие секреты. Ты ведаешь, паж жезлов. Да, ты ведающая, ты ведунья, ты ведьма, да, ведунья здесь, потому что детей не было все-таки у Ванги своих. Ты ведунья, ты ведаешь, ты знаешь, ты нам нужна для того, чтобы, ну вот, как туз кубков, докопаться до истины, утонуть в эмоциях. Докопаться до истины, утонуть в эмоциях. Карта Луна, еще карта обмана. Для того, чтобы обманывать, может быть, кого-то, да, для того, чтобы
для того, чтобы отдавать свои ресурсы. Она не хотела этого. Карта четверка кубков. Я этого не хочу. Вы хотите, я не хочу. Но ей пришлось согласиться. Восьмерка кубков. Девушка отрезает волосы и уходит туда, куда ей очень сложно идти, но ей приходится. Да. Как знаете, как в другое место. Переместили в другое место. Другая локация. Была ли Ванга проектом спецслужб? Впоследствии, да, была. Она помогала им в каких-то вопросах. Серьезных, масштабных вопросах. Ты нужна нам. А все начинается с воды. Почему все начинается с воды? Не понимаю. Вот первое такое ощущение, что они пришли к ней и что-то спросили про воду. Про воду, про море, про океан, неважно. Что-то про воду. Она им ответила. Они увидели, что у нее есть знания, что у нее есть ключ от всех дверей, и что она будет сливать ресурсы на них. Ты самая лучшая. Но я этого не хочу, но тебе придется это сделать. И ей приходится, она куда-то уезжает, куда-то они ее направляют, для того, чтобы она им помогала. Тут даже не из-за денег, тут из-за каких-то... Что-то нужно было ведать, что-то нужно было узнавать, она это ведала, она это знала, и они ее забрали. Занималась ли Ванга черной магией, черными обрядами? Практиковала ли она черную магию? Практиковала ли Ванга черные обряды и черную магию? Потому что силы были и светлые, в основном я светлые увидела, да, темные силы вступали в полемику, так скажем, с Вангой тогда, когда она влюблялась почему-то. Чтобы она свои силы не тратила на мужчин. Занималась ли Ванга черными обрядами черной магии? Практиковала ли она черную магию? Практиковала ли Ванга черную магию? Приворот. А он все равно от меня ушел. Приворот мужчины. Он все равно от меня ушел и разбил мне сердце. Я хотела его удержать. Он в моих мыслях по сей день. Ну, не по сей день, а тогда, когда она была жива, да? Он для меня весь мир. Только тихо, никто об этом не должен знать. Тут привороты. Тут практика черных приворотов. Я почему увидела светлые силы? Сначала их много. Светлые силы ей помогали, а темные силы пришли тогда, когда был приворот. Поэтому они забрали у нее мужчин, да? Мужчины умирали у нее. Мужчины, с которыми она была, это первый супруг Дмитрий, о нем мы сейчас поговорим. И второй мужчина, ее телохранитель Иван Благой. Мужчина ушел от меня, все равно разбил мне сердце, нанес мне рану. Потому что ушел от меня, я сделала на него приворот. Хотела удержать. Хотела удержать, не хотела, чтобы он от меня уходил. Не хотела быть в одиночестве. Действительно ли Ванга предсказывала все громкие войны и события в мире? Могла ли она это увидеть? Действительно ли Ванга, как я уже сказала, она видела далеко, но не видела того, что вблизи? Такое тоже может быть. Не видеть то, что у тебя, а видеть то, что у других. Это нормальная практика в магии. И, ну и вообще в экстрасенсорике. Действительно ли предсказывала все громкие события Ванга в мире? Войны, все самые крупные события. Действительно ли? То, что далеко, то, что наперед, знает то, что наперед. Колесница едет впереди планеты всей. Двойка кубков. Передалось ей по крови. Что-то вот здесь не по крови в том плане, что от сестры, от брата или от матери, или еще от кого-то по генетике. Здесь двойка кубков, что-то ей передали в тот день, когда ее лишили глаз и изнасиловали. Произошел какой-то ритуал, произошел какой-то обряд. Какой-то человек, обладающий некими способностями, передал ей что-то по крови, друзья. Как влил ей свою кровь. Или что-то произошло. И она начала видеть. И это правда. Действительно ли Ванга предсказывала все громкие войны и события в мире? Пока положительные карты у меня выходят. Да, здесь какой-то человек поделился информацией. Жрица, ну, посмотрите, конечно, да. Да, она действительно знала, она действительно ведала, у нее был третий глаз. Она могла видеть то, что вот, посмотрите, то, что в будущем, да, показывают церкви, храмы, будущие события. Она видит без глаз, глаз нет. Были ли у Ванги какие-либо психопатические расстройства личности? У всех у нас практически, у всех 99% населения планеты Земля
Я постоянно это повторяю. Есть психологические расстройства, которые идут из детства, от нашего социума и так далее. Но не у всех есть психопатические расстройства. Были ли у Ванги психопатические расстройства личности? Ну, мы уже увидели инфантилизм, да, бред величия, манию величия, психопатические расстройства личности. Шестерка мечей. Непринятие своей личности, непринятие своей сути. Непринятие своей личности, непринятие своей сути или по-другому раздвоение личности. Аддикция, привязанность к чему-то или к кому-то. Привязанность к родному дому, привязанность к родным и близким, привязанность к людям, к мужчинам, которые от нее уходили. Да, дотянуться до того, до чего я не могу дотянуться. Аддикция, непринятие самой себя, не идентифицировать свою собственную личность. Бред величия, мания величия, дотянуться до того, до чего я не могу дотянуться. Люблю, чтобы на меня смотрели. Люблю, когда люди меня окружают, но не люблю людей. Очень интересно. Тоже к психопатическим расстройствам относится. И инфантилизм. По карте девятка кубков. Стою на месте, не развиваюсь как женщина, имеется в виду. Умственно. Хотя способности есть. Почему Димитр, ставший впоследствии первым и единственным супругом Ванги, бросил свою невесту ради слепой женщины Ванги? Был ли это приворот? Мы уже увидели, что был с кем-то приворот, но не факт, что с ним. Давайте узнаем. Делала ли Ванга приворот на Дмитрия? Легкомысленность, карта легкомыслия, туз мечей говорит о том, что она стремилась завладеть этим человеком, да, это вполне возможно, что был приворот. Вот как я его увидела, так растаяло все сразу. Мне либо кто-то нашептал то, что он будет моим мужем, либо я сама так представила себе в своих воздушных, волшебных снах. Как говорится, да, инфантилизм, как я уже сказала, туз мечей. Здесь попахивает инфантилизмом, и туз мечей – это действия активные в сторону этого мужчины. Действительно ли Ванга приворожила Дмитрия, своего супруга? Действительно ли Ванга привораживала Дмитрия? Да, не хотела его никуда отпускать, принцесса Пентаклей. Никуда тебя не отпущу. Ты будешь только мой, ты для меня весь мир. Мои воздушные сны превратятся в реальность. Я тебя все равно поймаю, я тебя все равно догоню. Запру в золотую клетку, будешь сидеть у меня, со мной вместе и смотреть на меня. Да, друзья. Здесь не вышла карта магии, не вышла карта приворота, но один туз мечей и принцесса Пентакли здесь чего стоит. Плюс еще восьмерка мечей, я запру тебя в клетке. Никому не отдам. Черной магией она занималась нечасто, она только привораживала мужчин к себе. Какими были семейные отношения Ванги и ее супруга Дмитрия? Какими были настоящие семейные отношения Ванги и ее супруга Дмитрия? Какими были семейные отношения Ванги и ее супруга Дмитрия? Тяжелая пятерка пентаклей. Моральная нищета, физическая, духовная, что-то не то. Чего-то не было как будто бы в отношениях денег, ресурсов, интима, еще чего-то. Да, отшельник. Я как будто живу один. Я как будто в одиночестве. Страдаю от этого. Почему-то мужская энергия идет, мужчина страдает. Мужчина страдает, тяжело, навалилось все, ну, плюс ко всему пятерка пентаклей, вы понимаете, да, то, что перевороженные долго не живут в целом. Причем почему-то он узнал по белке, вот белка это такая симпатичная карта, но здесь белка это неприятный сюрприз по пятерке пентаклей и по белке. Почему-то он узнал, что, видимо, Ванга что-то сделала с ним, кто-то ему сказал об этом. Но я ничего не могу с этим поделать, быстрее бы уйти из этого мира. Быстрее бы уйти в другую реальность и никогда не вернуться. Тройка пентаклей. Изменял ей. Тройка пентаклей. С девушкой. Помоложе себя. Паш мечей. Измены были. Да, моложе себя девочка. Но погиб, ну, так как привороженные, как я уже сказала, долго не живут, да, 19-й аркан солнца. Да, друзья. Был еще такой вопрос интересный. Не был ли Дмитрием мужчиной из спецслужб, которого специально представили к Ванге? Давайте узнаем. Не был ли Дмитрий, супруг Ванги, мужчиной, направленный спецслужбами, ну, специально к Ванге, да?
Не был ли Дмитрий мужчиной, специально подосланным к Ванге из спецслужб? Ты разбила мне сердце, ты открыла ключ. Нет, паж жезлов. Паж жезлов, тройка мечей нет. Здесь что-то маленькое. Обычный человек, которому разбили сердце, причем разбили сердце, открыли его, приворожили его. Открыли путь к его сердцу разбитому. Да, привороженный. 20-й старший аркан Страшный суд. Я живу как во сне. И лучше бы меня не было. Лучше бы быстрее смерть. 20-й старший аркан Страшный суд говорит о сновидениях, о каких-то страшных, о смерти, собственно говоря, когда мы предстаем перед лицом Господа. И быстрее бы я уже предстала перед лицом Господа, потому что я не могу больше так мучиться. О сонном параличе говорит, о сомнамбулизме, о лунатизме, да, других болезнях, переживаниях широкого спектра, то, что относится к сновидениям. Страшные сны, возможно, ему снились. Возможно, кто-то приходил к нему во сне. Возможно, он слышал, как в Ванге кто-то приходит во сне. Тут что-то со сном связано. Действительно ли Ванга была любовницей Ивана Благого, своего телохранителя? Действительно ли Ванга была любовницей Ивана Благого, своего телохранителя? С ним тоже такая не очень приятная история приключилась. Почему я о нем вообще и заговорила. Действительно ли Ванга была любовницей Ивана Благого? Здесь опять что-то нечисто, понимаете? Здесь либо человек сам по себе нечистый, я имею в виду Ивана Благого, да? Человек не из этого мира, человек что-то знает, что-то ведает, либо Ванга что-то знает, что-то ведает. Здесь, скорее всего, женщина, потому что женщина открывает занавеску, да? Я хочу, чтобы он стремился ко мне, боюсь чего-то, хочу, чтобы он прозрел. Но боюсь, что он прозреет. Тут как тоже приворот, да, какой-то. Действительно была его любовницей, он был супругом чьим-то. Она очень сильно боялась. Карта Луна – это приворот, карта прозрения от приворота. Собственно говоря, причем она хотела ему рассказать почему-то. Почему-то очень сильно боялась, но хотела ему рассказать, что с ним приключилось. А он был супругом, и он ничего не видел по карте справедливость. Справедливость здесь нечестная. Карта Колесницы. Хочу, чтобы он ко мне стремился. Еще один приворот. Была любовницей, потому что был приворот. А был ли Иван Благой мужчиной из спецслужб? Тоже был вопрос. Был ли Иван Благой направлен спецслужбами специально? Вот, был же он телохранителем все-таки Ванги, да? Был ли Иван Благой любовник Ванги мужчиной из спецслужб, из каких-то органов, может быть, да, кто-то его подослал. Они были очень похожи друг на друга. А здесь двойка пентаклей нет, он не спецслужб, опять какой-то простой человек, да. Были очень похожи друг на друга в плане характера, было им весело друг с другом. Даже если бы она его не приворожила, может быть, она его и так бы заманила, да. То есть они смотрели на жизнь в одну сторону, да, то есть цели были одинаковые какие-то, какие-то мысли были одинаковые. И ему было с ней хорошо, и ей было с ним хорошо. Но она его приворожила, карту учителя. Ничего не могла с собой поделать, почему-то боялась, что он от нее уйдет. Хотя и так было бы прекрасно. Да, карта смерть, но он умер. И умер как раз от приворота. Вот там был вопрос, почему Иван Благой повесился. Давайте посмотрим. Потому что смерть здесь естественная от приворота. Учитель – это черная магия, карта смерти от приворота. А так и так она бы его заполучила, этого Ивана, себе, если бы она не привораживала его. Но тут темные силы постарались его быстрее унести от Ванги. Почему Иван Благой, любовник Ванги, повесился? Повесился у нее на воротах, по-моему, в саду. Почему Иван Благой повесился? Было ли это самоубийство? Почему Иван Благой повешенный? Повесился сам, самостоятельно. Повешенный – это жертвенность, это состояние виктивности, состояние жертвы. Жертва у нас либо психологическое заболевание, психопатическое расстройство, либо жертва в прямом смысле этого слова от того, что он был приворожен черной магией. Да. Четверка кубков, она его так сильно желала, так сильно хотела, что приворожила. И от приворота он, собственно говоря, и погиб. И повесился он сам. Следующий вопрос.
Действительно ли у Ванги лежала крупная сумма денег? И кто ее получил после смерти Ванги? Мы узнаем еще отношение Ванги к деньгам. Было такое нездоровое отношение к деньгам, хотя женщина была слепая, ей некуда было особо тратить деньги, она вот почему-то все время переживала за свои деньги. Действительно ли у Ванги лежала крупная сумма денег? Кто ее на самом деле получил после смерти Ванги? Ходят разные слухи, просто действительно ли лежала крупная сумма денег? Карта учителя опять. Да, действительно, она хранила, но хранила для того, кто выше нее. Кто выше нее, это не ее дети, это кто-то, кто действительно обладает искусством черной магии, либо это спецслужбы, государству достались деньги тому, кто выше нее. Туз жезлов она действительно хранила, у нее был какой-то тайник, и денег было по тузу жезлов довольно много. Несмотря на то, что здесь не вышли пентакли, здесь вышла положительная карта младшего аркана, туз жезлов. Да, она хранила где-то в тайничке, для того, чтобы никто их не забрал. Денег было нормально. Семерка пентаклей. Не скажу, что очень много, но денег было прилично. И достались они все некому учителю. А императрице не досталось ничего. То есть, как на себя ничего не тратила никогда в жизни. То, что сама зарабатывала, все берегла, все хранила для того, чтобы завещать либо государству, либо какой-то государственной системе, да, кому-то, кто вот выше нее. Здесь такое ощущение, что домашние императрицы домашние получили либо очень мало денег по пятерке мечей, либо вообще ничего не получили, но очень хотели. А вообще отношение Ванги к деньгам? Какое отношение у Ванги у самой к деньгам? Меркантильные какие-то интересы она преследовала, действительно ли любила деньги, как говорят. Какое отношение у Ванги к деньгам? Отношение Ванги к деньгам, как к ресурсу вообще, как к средству для проживания. Ей нравилось иметь. Нравилось иметь много, они для меня целый мир. Ей нравилось иметь много, нравилось, что они много говорили. Карта жрица, карта мага, карта колдуна, карта ведущей женщины. Они для меня все, но я их не трачу, как будто бы. Вот просто потому, что они есть, мне нравятся. Вот интересно тут. Какое-то накопительство. Не расточительство, а накопительство. Отношение к деньгам, да не то чтобы меркантильные интересы какие-то. Самого главного-то я и не заимела в этой жизни. Карта звезда. Самое главное я не имею, пусть будут хотя бы деньги, которые я могу накопить, которые я могу пощупать, потрогать. Какой-то нездоровый такой психологический момент. Вопрос такой интересный. Был ли у Ванги двойник? Говорили то, что ее как-то подменяли. Был ли у Ванги двойник? Был ли у ведущей Евангелия когда-либо двойник? Был ли двойник у Ванги? Что-то ей говорили, как будто бы хотели заменить, да, что-то вот опять ей лечат. Она не хочет, а что-то вот ей говорят, что нужно как будто бы, как солнце и луна, подмениться. То ли момент, когда она болела, солнце и семерка мечей, не очень хорошо себя чувствую. То ли когда у нее дар предвидения куда-то вот отошел на второй план, она что-то вот как-то себя чувствовала, неважно. И как будто бы приходит, это уже как из спецслужб, приходят и говорят, вот вам надо двойника, как навязывают, знаете, эту тему. Мы вас куда-то увезем. Для чего увезем? Мы вас куда-то увезем, куда-то подлатаем, подлечим, что-то здесь такое. Она не хочет. Не хочу, но надо. Не хочу, но надо. Никак препятствовать нельзя. Так был двойник или нет? Подстраивание, девятка пентаклей, чего я очень не хотела. Какое-то непродолжительное время был двойник, который тоже, кстати, ничего не мог нормально предсказать, потому что был двойником, соответственно, да, и вот в этот момент говорили какие-то глупости, давали ложные обещания, ложные надежды людям, и обещания эти не оправдывались. Такое ощущение, что вот момент был, когда Ванга болела, и когда обещания не оправдывались по девятке пентаклей, потому что был двойник, которого быстро убрали. Убрали не в плохом смысле этого слова, а просто убрали, да, куда подальше, и Ванга снова вышла в свет, скажем так. Ванга этого очень не хотела. Ну и двойник не мог верную информацию считать, поэтому говорят кто-то, что Ванга видела, кто-то говорит, что не видела, да, в каких-то моментах ошибалась. В тот момент, когда она ошибалась, была девятка пентаклей, была мимикрия, подстраивание под народ, и был обман, потому что Ванга была не настоящая какое-то время. От чего Ванга умерла на самом деле? Понятно, что был рак груди, да, но все-таки на всякий случай узнаем. Мы же
Развеиваем теории здесь какие-то. От чего Ванга умерла на самом деле? От чего Ванга умерла на самом деле? Король кубков. Какой-то мужчина. Здесь человек что-то сделал. Человек этому поспособствовал. Человек, которого любила почему-то. Человек, которого любила с чистой душой. Которого она приворожила. Привороженные долго не живут. Она, соответственно, тоже... Ну как, она долго жила достаточно, да? Но долго жила, потому что у нее были темные силы тоже, которые она подчинялась, да? Немножко запутала вас, друзья. Приворот, если делает человек, если делает колдунья какая-то опытная, или человек, обладающий экстрасенсорными какими-то способностями, то живет недостаточно долго, но потом не перерождается. Вот в чем вопрос, да? Не перерождается Ванга, не переродилась она и сейчас. Поэтому душа Ванги сейчас, я посмотрю, где она, но тут как не перерождение для души Ванги. Потому что чистого человека, короля кубков, который ее полюбил, она загубила. Тут имел место приворот, и, возможно, да, действительно, она умерла от рака груди, но этот рак груди образовался не просто так. Возможно, она прожила бы еще какое-то время, возможно, прожила бы она достаточно комфортно, в комфортных условиях по своему здоровью, но тут такое ощущение, что нет перерождения для моей души. Умерла от того, что сама наделала делов. Душа Ванги сейчас. Где сейчас находится душа Ванги? Где сейчас находится душа Ванги? В темном мире. Карта учителя, она так и выходит, понимаете? Темному искусству себя отдала. В каком плане? В том плане, что сначала все шло хорошо, сначала помогала людям, а потом перешла к тому, что нельзя делать. Это привороты разные, да? То есть балансировала между светлым и темным. Посмотрите, темная, светлая, карта баланс. Туда-сюда перевешивала. Поэтому душа не может найти покоя. Душа мечется из астрала в астрал, переходит из разных миров. Да, что-то неправильное с душой происходит, двойка мечей. Двойка мечей карта неправильная, потому что девочки стоят под проливным дождем, зонтик есть вроде, а они зонтик этот не используют как нужно. Поэтому здесь душа мечется. Душа не может найти выхода и в этом мире, и в том мире, и в астрале, и здесь, из-за того, что использовала какие-то темные обряды, темные ритуалы для привлечения к себе мужчин. Поэтому, друзья мои, не пользуйтесь приворотами никогда. И вообще черной магией не советовала бы пользоваться. Но если вы уже встали на путь левой руки, то постарайтесь хотя бы не делать никому ничего плохого. Друзья, это был расклад на Вангу. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Самые интересные вопросы будут опубликованы в шорт-видео. Я сделала короткое видео на ваши вопросы с ответами. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Друзья, я вас очень люблю, и до новых встреч!